Петр Алексеевич Порошенко прервал свой визит в Германию. Я горжусь своим президентом, потому что не каждый президент прервет свой визит. Знаете, как отложил эту Меркель и всех остальных где-то подальше, потому что в Авдеевке проблемы, в Авдеевке света нет и воды. Поэтому Петр Алексеевич и вылетает туда, починить, по всей видимости, это все своими собственными пухлыми ручками. Взять, закрутить там что-то, подкрутить, водичку пустить. Зачем для этого премьер? Зачем для этого целая государственная машина? Лично президент должен прилететь. Горжусь президентом. Полетел. Порошенко прервал визит в Германию из-за гуманитарной катастрофы в Авдеевке. В Авдеевке проблема с водой, с газом, с электричеством. Или не с газом. Но, в общем-то, прервал визит в Берлин из-за Авдеевки. Это самое главное. Он отложил очень важные международные встречи и полетел в Авдеевку чинить. Все. Я уже читал разные конспирологические версии на эту тему. Мол, Петру Алексеевичу вставили пистон под хвост, и еще там что-то и между ушей дали, и как-то с ним не так говорили. В общем, что-то не то. Или, может, в запой ушел. Но это вообще, знаете, бредятина. Я о другом думаю. Сайт Петра Алексеевича. Президент совершит визит в Германию. Для чего он совершит? Для того, чтобы встретиться с Меркель, также встретиться с президентом Бундестага Ламмертом и вице-канцлером Габриэлем. Там же, на сайте Петра Алексеевича Порошенко, вот он как раз таки с Ламмертом встречается, президентом Бундестага. Встретился. Потом там же, вот он встречается с представителями немецких деловых кругов, с которыми должен был встретиться. Встретился. Там же, вот он встречается с Меркель. Встретился. И кто у нас остался там? Вот как раз таки тот, который остался. С министром иностранных дел Габриэлем. У меня вопрос. Петр Алексеевич должен был встретиться с этими тремя товарищами и с деловыми кругами. Он провел встречу с первым, вторым, третьим и с деловыми кругами. Более того, Петр Алексеевич был так сильно обеспокоен ситуацией, что встретился еще и со студентами, которые учатся в Германии, украинские студенты. Это, как говорится, прервало беременность в 9 месяцев, родив ребенка. Так ты не прервала беременность, дорогая, ты просто родила пухленького малыша. Петр Алексеевич прервал визит, хотя он все совершил, что намеревался. Почему тогда прервал? Позвольте высказать свое мнение. Это, как там, если разделять, да, то это 32% пиара. Посмотрите, я оставляю все. Извините, я должен лететь. Да, тебя никто не держит, Петр Алексеевич. Да-да, не останавливайте меня, тебя никто не останавливает. Я должен лететь в Авдеевку, в общем. Вот такой вот пиарчик, ну такой невыбагливый, как это говорят у нас в Украине. Ну и остальные, там около 70%, это сообщить в очередной раз, сообщить всему мировому сообществу. Посмотрите, что происходит. Авдеевка у нас. Я решил посмотреть, как часто такое бывало с Авдеевкой. Жители Авдеевки под Донецком остались без света, воды и работы. Август 2014 года. В результате обстрела Авдеевки без электричества. Авдеевка без электричества. Декабрь 2014 года. Авдеевка и соседние села остаются без питьевой воды вторые сутки. Январь 2017 года. Ну это вот сейчас. 20 тысяч жителей Авдеевки сидят без воды. Март 2016 года. Вот так вот. И пока Бэтмен Петр Алексеевич летит для того, чтобы двумя руками соединить опоры электропередач, чтобы опять появилось электричество в Авдеевке, я сейчас вам покажу кое-что, как подставляются, скажем так, украинские телеканалы. Провокации в Новозвановке. Раша ТВ ждет нужных кадров. 30 января 2017 года. Раша ТВ. Я просто представим, что Россия-24 выдает репортаж. Хохла ТВ выдала очередной фейк. Вы представляете такое? Я нет, не представляю. Не знаю, почему я это не представляю. Ну, давайте посмотрим теперь на нашего юного героя. Святослав саме чергував на посту, коли бойовики розпочали обстріл. Я там сидів якраз, я і ще два пацана зі мною було, то було жесть. Ми вилізли, землею струсилися, поняли, що піхота пре.
Просто сидели в окопчике, а тут поперла пехота. Начали обстреливать. Да была жесть. За словами армійців, обстріл розпочався близько 8-ї вечора неділі і тривав до 3-ї ночі. Безжалостно обстреливали, а ребята просто сидели в окопчике. И знаете, я все ждал, когда он начнет рассказывать, что они поделками занимались. О, то взяли потичок, там почали робити там, таке чоловічка зробили, оту жіночку, там, а тут обстріл. Працювали за декілька заходів. Не за один раз, тобто вони відпрацювали, десь потім відпочили чи ще щось, перезарядилися, підкоректувалися і знову відпрацювали. Працювали 152-й калібр і 122-й калібр ствольної артилерії. А почему они постоянно стреляли и стреляли в наших ребят, которые просто сидели в окопчике и что-то там мастерили? Потому что им это нужно было. Для российских журналистов, для Раша ТВ как раз таки тех самых. А что ожидали Раша ТВ? А Раша ТВ ожидали, что наши бойцы выстрелят в ответ. Розвідники доповіли, поки тривав обстріл, на позиціях ворога перебували російські журналісти. Чекали, що українські військові відкриють вогонь у відповідь. Ждали, что украинские военные откроют огонь в ответ. Но не дождались, конечно. Відкривався вогонь по нас для того, щоб отримати картинку для російського телебачення. Нате, выкусите. Но вот тут даже снимальную группу 5 канала обстреляли. Правда, выстрелы похожи на отлет. Вроде как вот кто-то рядом стреляет. Но, знаете, чего только не покажется. У бік знімальної групи терористи відкривають вогонь. Угу. А теперь я вам покажу то, что было за день до этого сюжета. Только на другом канале, на канале 1+1. Ползучее наступление. Бойцы возвращают Украине территории на Донбассе. 29 января. Один влучний постріл ракетою і ворожий бліндаж знищено. И это родной брат Ганса Христиана Андерсона. Цаплиенко, журналист 1+1, рассказывает, как, видите, выстрелил и блиндажа нет. Ты видел там блиндаж? А он там был. Збройні сили йдуть уперед. Повільно, але впевнено рухаються в бік села Калинове. Ну, идут и вперед, и идут. Мне жалко ребят, вон тех вот из предыдущего сюжета, которые просто сидели в окопчике, их начали обстреливать. А вот эти вот ребята идут в наступление. А кто это? Село, яке стоїть перед нами, Калинове, воно має бути наше. О, это тот же самый, который... Не, наверное, просто похож. Ну, знаете, бывает, близнецы служат тоже в армии, один там сидит в окопчике, там что-то робит, там, короче, начинается обстрел, а второй идет отвоевывать село. Просто разные люди, но похожие. Та попри смертельний ризик, повзучий наступ підняв настрій хлопцям, які, що називається, засиділися в окопах. В окопах засиделись, а тут у них настроение поднялось, и как поперли в наступление, в ползучее наступление. Вот этот, кстати, подорвал блиндаж, который вы не видели, но он там был. Саме цей 20-річний юнак влучно знищив позицію ворога. А вот наш брат-близнец, это не тот, который из того сюжета, которого просто обстреливали и не дождались. Помните, террористы ждали и не дождались от выстрелов в ответ. Вони, я думаю, спочатку вони були не готові до цього, що ми підемо вперед. Так от. Вперед пошли, но вперед-то, наверное, пошли без оружия, просто с голыми руками, без стрельбы, без всяких. Потому что вот в прошлом же сюжете... Святослав саме чергував на посту, коли бойовики розпочали обстріл. Я там сидів якраз, я і ще 2 пацана зі мною було, то було жесть. А вот здесь, кстати, тоже Святослав зовут, совпадение. А вот здесь вот он уже говорит, что надо по чуть-чуть забирать землю с голыми руками, без единого выстрела. Потому что иначе журналисты Раша ТВ дождались бы этих выстрелов, а они же не дождались, вы же помните. По чуть-чуть забираємо ісконно, дійсно, як по перших договореностях, нашу землю. По чуть-чуть забираем землю, но без единого выстрела. Розвідники доповіли, поки тривав обстріл, на позиціях ворога перебували російські журналісти. Чекали, що українські військові відкриють вогонь у відповідь. Я понимаю, что там уже черт голову сломит, кто там наступает, а кто там отступает, кто там в окопчике сидит, а кто его забрасывает гранатами. Я понимаю, что иногда журналистам для того, чтобы сделать красивый сюжет, надо обязательно чуть-чуть приукрасить, грубо говоря, соврать. Но, ребята, делайте это хоть как-то филиграннее, потому что вы, во-первых, подставляете друг друга и подставляете иногда еще и бойцов. Все, пока.